Одно время я столкнулся с такой проблемой, когда у меня перестала работать кнопка газа. Простенькая такая кнопочка с 3 положениями переключателя. Первое положение работает чисто на бензине. Второе положение, когда мотор начинает проворачиваться при заводке, переключается сразу на газ. И третье положение заводится на бензине и переключается на газ, когда двигатель достигнет определенных оборотов. А те обороты, при которых она переключается, регулируются вот этим вот подстроечным потенциометром. Можно добавить, можно убавить, поставить обороты ниже или поставить обороты больше, при которых эта кнопка переключается. Так вот, в чем была проблема. Кнопочка эта стоит около $10, не так и много. Но в одно прекрасное время она начала щелкать, моргать. Вот здесь вот лампочка. Вот, и кнопка с газа сама по себе произвольно начала переключаться на бензин. Потом это стало чаще, чаще, чаще. А потом это стало настолько часто, примерно раз в секунду, что ездить стало невозможно. И начал я докапываться, в чем проблема. Опять же повторюсь, стоит эта кнопочка $10, но тут был сам принцип докопаться до истины. И начал я ее разбирать. Такие вот у них внутренности, у этих кнопочек. И так как кнопочка переключалась то с бензина, то на газ, то первое, что приходит на ум, что она где-то имеет плохой контакт. Значит, я эти контакты здесь все перечистил, пережал, не помогло. Поменял этот выключатель, не помогло. Перепаял все контакты выключателя, не помогло. Кнопка на вид целая, ничего здесь не сгоревшее. Да и, собственно, гореть здесь нечему. Такая вот штучка. И в чем была проблема, как оказалось? Интересная ситуация. А проблема была в следующем. Проблема была вот в этом вот реле. Если у вас такая кнопочка, такая проблема, как у меня, она сама произвольно переключается с бензина на газ, то у вас проблема в этом реле, таком маленьком. Реле это стоит $1, а кнопочка стоит $10. Притом, если это реле взять и прозвонить тестеру, то оно покажет, у нее здесь 5 контактов, что оно полностью исправно. Везде звонится, если подать на контакты 12 вольт, то все чудесно, релюшка клацает, все контакты замыкаются и размыкаются. Полностью рабочая релюшка. А релюшка эта маленькая как раз и отвечает за то, чтобы переключать каналы. Когда у нее замкнутый контакт при нормальных условиях без подачи 12 вольт, то машина работает на бензине. Когда подается 12 вольт на эту релюшку, этот контакт размыкается, эти два контакта замыкаются, соответственно разрывается цепь на подачу бензина и вмыкается, включается, вернее, цепь на подачу газа. Так вот, в чем проблема этой релюшки, если она полностью исправна, включается, выключается и хорошо прозванивается? Вся проблема в том, что при переключении с бензина на газ есть определенное время. И эта релюшка должна иметь определенное время срабатывания. Во время работы она, соответственно, понемножку контакты изнашиваются. И релюшка теряет свой такой параметр, как время срабатывания, оставаясь при этом полностью исправной релюшкой. Поэтому, чтобы вылечить такое заболевание, как то, что эта кнопка сама собой произвольно переключает автомобиль с бензина на газ и с газа на бензин, надо просто взять еще одну такую релюшку, точно такую, и поменять. Потому что новая релюшка будет иметь правильное время срабатывания, а старая релюшка имеет повышенное время срабатывания. И это вся причина неисправности. А когда она переключает автомобиль с бензина на газ, то время срабатывания слишком длинное, автомобиль успевает заглохнуть. И можно перелопатить пол машины и так и не найти проблемы. Вот такая вот беда. Так что, если у вас такая ситуация, просто поменяйте релюшку за $1.